Вот и утро, 7:50. Что-то дождь это разошелся где-то после 2 часов ночи, наверное. Ну, как и обещали. Барабанил по палатке. Что-то неохота в дождь-то собираться. Я и не собираюсь собираться в дождь. Будем ждать. 9:51, а дождь не переставая льет и льет. Да. Я попозже прогноз погоды-то посмотрю, тут интернет хороший. Ну, в интернете особо не посидеть, потому что что у меня на пауэрбанке осталась фигня из заряда. И то резервный остался там что-то 37%. Чисто один раз телефон полностью зарядить. И камеру пару раз зарядить, и все. Я буду без электричества. Сегодня дожди. Завтра вроде хорошая погода. Потом опять хорошая погода. Ну, в общем, да, скорее всего, сегодня день отдыха сделаю. Что в дождь неохота вообще ехать. Ладно, если бы он начался, когда я уже на трассе, там фигня, можно ехать. А тут собираться, вот это все, что-то так неохота. И эта программка, вообще все затянуто. Весь Байкал, ну весь Байкал не, частично затянут вот этой тучей. Вот она вся. О, это вообще, вот это желтая точка, это где я. Ну, а мы пока будем завтракать чайком. Вся вода ушла. Ну вот в той бутылке, которая у меня на велике, ну где-то вот столько, наверное, воды. Половина, литр есть. А тут это всю налил для чая в перемешку с дождевой. Ну потому что я котелок-то на улице держал специально, чтобы воду накапливал. Но он на полкружечки насобирал воды. Вот так вот время и проводим. То есть дождик затих, сейчас опять начался. Походу вот так вот сегодня весь день. Так что ладно, сегодня день отдыха сделаю. Так уж и быть, отдохнем. Все, чаек попил, можно сказать, и позавтракал чайком. Это вы можете наблюдать сбор воды вот таким способом. Надо было лоток этот вчера тоже поставить. Котелок-то, в принципе, почти кружку чая набрал. К вечеру на чай, да, думаю, и наберется. Вот такой мерзопакостный, такой мелкий дождик идет. Моросящий дождик. И небо одного цвета, одного тона. Чем-то напоминает тогда, когда я ехал в Казахстан и 3 дня в палатке сидел. Вот примерно такое же небо. Но тогда еще и ветер ураганный был. А тут в лесу ветра нету, хорошо. Время без 15:07 вечера. Выглянул из палатки. А здесь такой туман. Дождик закончился. Туман это хорошо. Это предвестник хорошей погоды. Вот реально такой туманище. Недавно покушал. Думал, кушать, не кушать, консерву. Все-таки оставил. Просто пюрешку с хлебом поел и все. А на завтра оставил консерву, чтобы с утра покушать плотненько перед отъездом. По прогнозу вроде завтра уже все. Дождя особо не намечается, но может быть. Не стоит исключать. А это, кстати, кедр, что ли? Или сосна такая молодая, пушистая. А вот и следующее утро. Что там по времени? 6:54. Ну, что, вроде дождик не капает. Ну, ночью прямо поливал так. Все сырое, не бойся. Хоба. Так, ну небо что-то такое.
сероватые. О, сколько воды набралось-то. Ну вот, водой обеспечен. Че, тут на чай уже насобиралось. Да, вот столько воды. Ну что надо, думаю, собираться пока. Как бы сегодня вроде обещают. Дождик такой, возможно, небольшой. Ну пока нету, надо сматываться отсюда. Покушать быстрее, доехать дальше. Сколько можно на месте стоять уже. Готовим кушать. Консерва тушеночки конины. Так, чуть убавить можно. И будем это вот кушать картошечку. Пюрешку быстрого приготовления. Хотя здесь написано вот, типа 12 порций. Но это я не понимаю, это каких порций-то. Я ее за 3 порции съедаю всю. Ну, в общем, я тут уже вовсю кушаю. Да, вот прямо куски такие большие в этой тушенке конине. Ну, в общем, приятного аппетита. Ну все, собрался. Такое пятно, где была палатка. Дождик дал собраться, пока вроде не идет. Надеюсь, и не будет. Так, что там по времени-то у нас? 4, 5, 6, 7, 8. Ну, 8 утра, можно сказать, выехали. 11 градусов. Да, седло. Я вот эту снял штуку, покрышку. Седло мокрое. Тогда это кожа, нежелательно, чтобы оно мокрое было. Ну, что поделать? Видать, покрышка где-то пропустила воду. Начал образовываться туман. Охотное хозяйство Сибирь называется, вот где я ночевал. Ну, туман это, возможно, здесь наверху, хотя обычно ведь в низине. А хотя, ну что, я же по сути в низину спустился, он с тех гор. Там гора, видимо, оттуда идет туман. Ну ладно, поехали. Реально, на горе просто туманище. Из горы все сюда идет. Что-то вот непонятно, то ли это микро такой дождик идет, либо это туман. Туман же это тоже, по сути, частицы воды. А, еще сзади фура едет, как всегда. Ну, в общем, выехали. А слева до синее небо. Это радует. Даже видно, как стелется туман. 12,7. Пар изо рта идет. Блин, вроде 12,7, а уже жарко становится. Ну, потому что гора сейчас все. Ну, вроде сейчас пойдет спуск. Остынем. Ну, естественно, я футболку и шорты далеко не стал убирать. А это сейчас вот 8 утра, прохладно так. Потом-то опять градусов 18 будет. Ну, вроде как по прогнозу 18 обещали сегодня. Если такая будет горная дорога, 18 градусов это жарко. И трактор типа спрятал избушку, моя, никому не отдам. Опять в туман спускаемся. Блин,
Блин, вот и не поймешь, одевать футболку или нет. Поднимаешься, жарко, спускаешься. Во флиске нормально, а в футболке, наверное, холодно будет. Но я ж про тапочки-то молчу. Ноги уже привыкли. Там чуть ли не 5 градусов. Им уже нормально. Закалились ноги-то. Ступни. Шелеховский район. Шелехово, значит, впереди где-то. Да, мне в магазин, у меня реально ничего не осталось практически вообще. Печеньки остались и все. Кофе чуть-чуть. А, ну майонез есть еще, да. А вот и железонька. Значит, у нас будет по левую сторону. Железка да тоже петлями тут идет. А не так, как обычно, прямо. Да, такой Silent Hill прямо. Туман. Андреяновская, 1,5 километра. Я вот даже что-то не смотрел, где там города-то впереди будут. Или прямо до Иркутска. До Иркутска 83 вон осталось, да. Ну, перед Иркутском по-любому что-нибудь должно быть. 83. И из них 50 километров примерно горной дороги будет. Если верить той табличке, что там было написано. Протяженность 70 километров. То есть мы в тот день 10 проехали по горе. Ну и сейчас 5. Дорога прикольная, мне нравится. Вверх, вниз. То есть покрутишь, отдохнешь, покрутишь, отдохнешь. И вот такие повороты красивые. Влево, вправо просто. Ну, красивая дорога, интересная, да. Это вот первые 10 километров там были утомительные. А сейчас фигня. Вверх-вниз идет. То есть и покрутишь, и отдохнешь. Классная дорога. По этим стрелочкам можно понять, что сейчас пойдет спуск. Ну, типа 2 полосы на подъем, 1 на спуск. Прямо издалека бывает видно. А что-то остановочки-то нету. Я уже сколько мусор везу. А небо-то вон как прояснилось. А те горы прямо еще в облаках. Да, проясняется небо, это хорошо. Это прямо очень хорошо. Хоть будем с электричеством. А то у меня резервный Powerbank 30% осталось. Это один раз полностью телефон зарядить и один раз камеру зарядить. И все. Вот. Теперь дело поправляется. Основной аккумулятор заряжается. Так неожиданно появились дома. Тут ни табличек, ничего не было. Как это все по ходу дела заброшки. Ну нет, есть некоторые
Ну, вот некоторые реально заброшенные были. А вот какая-то, например, вроде. А вот и первая кафешка на сегодня. Ну, я думаю, заехать попить что-нибудь взять. А то воды, да, можно сказать, и нету. Ну да, тут выбор-то есть. Но цены, конечно, капец. 120 рублей. Вот такой взял квас хлебный. 120 рублей. Колчаковский. Так, да ничего, такой пойдет. Но цены здесь, конечно, капец. Каретный двор, еще колесо крутится. Грамотуха! Ну, опять такая деревушка. Между горами и все. Совсем небольшая. Сейчас такая горочка была. Разогнался 65-46. Но при этом можно было нагнуться, наверное, еще бы быстрее было бы. О, новый асфальт пошел. Кстати, обозначение трассы Р-258 красного цвета. Это, наверное, то, что горная дорога. Ну, потому что была отдельно табличка, просто стояла Р-258 тоже красного. А Иркутск 55 осталось. И направо подкаменная какая-то. А время-то 10:20. Ну, после обеда в Иркутске приедем, скорее всего. И там закупимся где-нибудь. Да, со связью тут вообще проблем нету. Почти на каждой горе вышка стоит. И не одна. Какая красота. Тайга. Леса. Где-то над горами до сих пор облака вон летают. 42 километра в час летим. А бедный КамАЗик кое-как залазит на гору. Видать, его нагрузили хорошо. А там вон впереди как будто бы даже каньон. Скалу видно так. Да, немало здесь поработали, такую гору срезали. О-хо-хо. Ну, можно и перерывчик сделать. Неплохо так скатился, прокатился. В общем, просто супер. Как раз есть лавочка, ну вообще замечательно. Та-да-да-да-да-дам. Просто классно. Ну, дальше вроде тоже спуск продолжается. Прямо с ветерком, с удовольствием так ехать. Это с горочки всегда хорошо ехать. Налево моты или моты и алюминщик. Алюминщик. Без мягкого знака. Алюминщик. Ну,
Моты-то вон они прямо, значит. В общем, посмотрел карту. Но чтобы в Иркутск заезжать, это надо большой крюк делать. Так что мне неохота заезжать. Ну и чё, вот Иркутск большой город, как обычный российский город. Плюс-минус везде все одинаково. Чё Екатеринбург, чё Москва, чё все остальные города. Да, есть, конечно, свои изюминки там, достопримечательности. Ну, что-то мне неохота такой крюк делать, там приличный крюк получится. Это надо много направо уходить, там через железную дорогу переезжать. Потом только там центр города где-то будет. Да, короче, мимо просто проедем, да и все. До Иркутска 45 осталось. И некая Березка, 100 метров до нее. А тут такой водоотвод сделали. Ну, видно, что недавно. Еще травой ничего не заросло. Там, скорее всего, бетонные плиты сюда класть будут. Или ложить. Вон там, по ходу дела, старая дорога, которая петляет налево-направо. Такая ровная лесенка наверх. 4% подъема. Ну вот такая дорога новая. Ну, я надеюсь, мы табличку Иркутск увидим. И на этом нам хватит. И поедем дальше. О, цивилизация началась. Ого! Ну, хотя за 33 километра уже Иркутск, в принципе, можно увидеть. О, где-то там. Ну вот, Иркутск, воротка. Направо. А мы дальше на Красноярск едем. Ну уж больно там большой крюк получится ехать. И как-то даже желания нету ехать, смотреть что-то. Ну вот, 26 километров еще до Иркутска. До Красноярска 1070. Вот она, дорога на Иркутск. Где-то вон там. Ну вот, дома уже пошли каменные. Это, видимо, пригород. А вот и расписание на ближайшие города с километражами. Ангарск впереди. Ну вот она, красная табличка. Почему она красная, интересно? Еще какая-то Ан-6. Веденщина и Баклаши. Налево и направо. Я думаю, надо карту достать, посмотреть, что там, когда будет магазин-то. В принципе, километр туда, километр обратно. Можно и здесь куда-нибудь заехать. Ладно, короче, в эти Баклаши заедем. 1,3 километра. Не так уж и далеко. Так вот взять на всякий случай. Потому что там впереди будет город Ангарск, что ли, называется. Кстати, будет еще 68 километров ехать. 68. Я уже 60 проехал. Просто далековато. Я туда, может, и к вечеру приеду. Все зависит еще от погоды. Обещают после обеда грозу местами.
Если так ехать, и до Иркутска можно тоже вроде доехать. Через Баклаши эти. Ну, спортивная площадочка, все дела, даже автобусы ходят. Ну, магаз где-то должен быть здесь. Только вопрос где. Так, мне тут подсказали, есть колонка за двухэтажным зданием. Это, я так понял, вот это. И водички наберем. Ну что, я затарился на косарь. Такую тушенку, спецзаказ. Главпродукт. Попробуем 2 штуки. Ну все, запаковываем и едем на колонку. Вот она и колоночка. Сейчас заправимся водичкой. В Иркутске не побывали, хоть на речку Иркут посмотрим. Ну, ничего, такая широкая. Ну, пойдет, пойдет. Я бы даже, может, и искупался. Заманчивое предложение, конечно. О, лошадки, коровка. Одна лошадь и одни коровы. Ему уже жарко, сидят в тени, прячутся. Вот это я понимаю, вот это другое дело. А, пахнет так вкусно. Я вот так зашел посюда, прямо в тапочках. Тело намочил. Ну так, сполоснулся, можно сказать. Был соблазн вообще искупаться, но что-то как-то не знаю, пока не охота. Вода, кстати, не такая холодная. Купаться вообще самое то. Ну ладно, погнали дальше. Освежились. И очень хорошо. Вот Андрей встретил, занимается пробежками. Каждый день бегаю. Молодец. Вот как думаете, сколько ему лет? Ни за что не догадаетесь. А ему уже 50, а выглядит... Да, на 35. Молодец. Занимайтесь спортом. Да, спорт это все. Да, вот. Все, искупался, освежился. Другое дело совсем. Пионерская, да. Понял. Андрей предложил, говорит, давай пойдем ко мне. Типа помоешься, зарядишься, покушаешь, все дела. Ну молодец мужик, реально, я ему не дам 50 лет. Выглядит реально, вот на мой возраст примерно. Молодец. Вот что значит спорт. Ну что, мы уже 64 проехали. Ну, я думаю, соточку сегодня получится сделать. Пока я ехал там с телефоном, ну, это авиарежим включал обратно, чтобы аккумулятор не садился. Ответил в WhatsApp пару сообщений. Меня он дяденька обогнал. Но я еду потихоньку с телефоном в одной руке. Сейчас догоним его. Как раз гора пошла. Ха-ха-ха. Я думаю, сейчас его быстро догоню. Ну, так он шустро меня обогнал так. Сейчас покажем, что такое уральский дальнобой на велосипеде. Ну, вот и догнали его. У него что-то даже чем-то похоже на электровелосипед, что ли. Или обычный, непонятно. Тоже неплохо идет с горочки-то. Но, тем не менее, приближаюсь все равно к нему. Я педали не кручу. Вот что значит вес. Он еще боится ехать по дороге. На щебенку вылазит. А, так да, у него электровелосипед. Вон барабан сзади. Быстро ездите? А, сейчас он меня в гору догонит, если электричество подрубит. Ну, сейчас дядьку этого догнал, постояли, пообщались. Он говорит, ему 61 год, взял вот эту Куга велосипед электрический в этом году. Говорит, на 50 километров хватает чисто на одном заряде ехать.
Он говорит, заказал второй аккумулятор, хочет тоже на Байкал съездить. Ну, если 50 километров на одном аккуме, если еще помогать, мне кажется, сотку легко можно делать на нем. Вот и 80 проехали уже. Бересовка река. Что-то ничего не видать. На ту дорогу поедем, значит. Тут кольцевое движение. А это мы сейчас двигались по объездной Иркутска. Еще велокомпьютер что-то барахлит. Вот сейчас ехал, показывает 30, 30, 30, потом раз резко 10, 15, потом 5, 30. Надо снять его контакты, прочистить, наверное. А может там датчик что-то выделывается. В общем, это меня не устраивает. Надо разобраться. О, от Улан-Удэ сколько отъехали уже. Что, Красноярск впереди. Дней 10, 9 может. Пост весового контроля. Можно рядом с фурой проехать, добавить весу им. Жесть. Все тут такое с асфальтом. Просто такая жесточайшая колея. О, тогда Ангарска 20-ка осталась. Вот как раз соточка и будет. Ангарский городской округ. И километраж 1866. Ну, это до Новосибирска. Вот, по ходу дела, всю дорогу нас будет этот километраж информировать, сколько нам до Новосиба осталось. Ну, тоже неплохо. Тут такая дорога классная идет. Одна полоса туда, соседняя полоса через лесополосу. В общем, прикольно ехать. Какая-то дева, шагающая по воде, герб. Я, в общем, думаю в кафешку заехать. Навернуть супчика. О, 90 километров есть уже. Река Еловка. И кафешка такое. Название тоже имеет, Еловка. Ну, сейчас супчика навернуть, самое то будет. Тут такое заведение. Столы, стулья навороченные такие. Взял солянку, называется Боярская. Ну все, пошла обычная дорога. В два направления. Кстати, в кафешке вот за это все мне вышло 220 рублей. Сама солянка что-то 180 что ли стоила. Ну и что-то хлеб дорогой у них, да. Ну, порция не такая уж и большая, конечно. Вот поэтому столько и стоит. Ну а так ничего, пойдет. Такой перекус небольшой. Большой канал. Ну да, действительно, канал.
А, так там ТЭЦ. Ну понятно. Возможно, даже это канал теплый, с теплой водой. Вон она ТЭЦ. Вся в облаках. Ну и все провода туда ведут. 3, 4, 5, 6. 6 труб. Может и больше. А тут малый канал. Ну-ка сравним с тем каналом. А где он? Его и нету. Канала-то и нет. Или есть. Где он? Реально нету. Малого канала нету. Зато большой какой был. Ого-го, какой. Вот тут склады Роснефти. Но это, наверное, все горючка в этих баках. ГСМ-ка какая-нибудь. А вот и Стелла Ангарск. Какая-то невзрачная, прямо не покрашенная. Вся в таблицах Менделеева. Ну, сейчас в Ангарске и заедем куда-нибудь в магаз. Надо чайку взять. Думаю, может, баночку энергетика на дорожку. И влажных салфеток. Вот, я вспомнил, что еще надо. А то уже заканчиваются. Вроде как мы прямо чуть ли не через Ангарск поедем. Трасса идет. Вроде карту смотрел, так было. Опять же, я Maps.me смотрел. Там особо непонятно. Надо приближать, высматривать. Google карты что-то тогда не грузились, интернета не было. А по Google картам вообще сразу все понятно. Где дома, где что. И магазины чаще обозначены, какие надо. О, так в Ангарске даже трамвайчики ходят. Ого. Это вам не автобусы, не хухры-мухры. Что-то товары для дома, сантехника. Где магазы обычные? Ну вот и наша своротка на Красноярск. Дальше поселок Майск какой-то там. Но это мы прямо через Ангарск, можно сказать, проехали, потому что объездная была. Можно было по объездной ехать. Ну, по городу прямо быстрее будет даже, нежели по этой объездной ехать. Ну, возможно. Так что ты делаешь? Стоят тут, сюда же главная дорога. Что они? Правил что ли не знают, блин. Ну вот есть светофор. Ну его нафиг, этот светофор. Я в пятерочку зашел, а то это... Сколько я уже в России нахожусь? 21 числа заехал. А сегодня вроде 29-е. Я в пятерочке так еще ни разу и не был. О, да неужели дома пошли? Это такие старые, немецкие. Немцы строили. У нас такие же есть в городе. Магазин продукты Фортуна. Во, сюда и заедем. Наконец-то. Вот такой взял адреналин. Ни разу такой не пробовал. Это типа что-то цвенапа типа. Короче, очень странные два магазина. Одно в одном магазине есть, другое в другом есть. Вот я пару раз туда-сюда бегал. Обещали грозу после обеда, но уже давно за обед ушло. Видимо, я уехал от грозы, но хотя с той стороны вон тучи идут, прямо такие неплохие.
еще фура сзади едет. Ну, сейчас его пропустим. Вот такой Ангарск. Что-то двух-трехэтажный пока что. О, вот это, наверное, со времен Советского Союза висит все. Высоток я пока вообще не наблюдал. Вроде пятиэтажки были. Вот такой вот городок. Вот здесь только фильмы снимать какие-нибудь старинные. Вот самое то. Архитектура города подходит. Как Китай. Ну че, такая широкая. А, люди купаются. Ох, какие просторы-то. А там все леса были. Вот эта дорога, выезд из Ангарска на Федералку. Хотя вон высотки есть. В Ангарске есть высотки, вон они там. Я решил так посмотреть. И вот видно, там туча такая. Ну, короче, от дождя уехали, да. А так вот реально там такая довольно-таки дождевая туча. Ну что, я уже вон 111 проехал. Естественно, прогноз изменился. Там-то я был рядом с Байкалом. Что там, 10 километров и Байкал. Да. Как интересно, наш друг индус там. Он, наверное, до сих пор у Байкала где-то едет. Мне кажется, он до Иркутска доедет и на поезд сядет. До Омска доедет и там в Казахстан уйдет. Что-то мне вот так кажется. Ну, потому что он спрашивал, ездят ли поезда или нет. Я ему говорю, ездят. Типа, велосипед тоже можно, но надо его будет замотать чем-нибудь, упаковать. Но я с великом ни разу не ездил в поезде, так что я примерно знаю, как надо. Вроде как в багажное отделение можно его поставить, велик. И тогда вообще ничего не надо заматывать, упаковывать. Ну все, прямая до Красноярска. Всего это 1000 километров. Фигня. Раньше казалось 1000 километров это что-то с чем-то. Это вообще немыслимое на велосипеде проехать. А сейчас 10 дней не торопясь. Ну, поторопиться можно и за 8 доехать. Ну да, вот реально я смотрю, там капец туча такая. Ну, на камеру, наверное, не видно. Хотя бы приблизительно. Там-то поливает, да. Очень хорошо, что я рано встал, проснулся, выехал. Не стал у Андрея останавливаться, который предлагал. Ну вот этот, да, бегун, спортсмен, 50-летний. В общем, если ты смотришь, тебе привет. Да, если бы я остановился, так может быть и под дождь попал. Не, у меня была мысль, ну а что может остановиться? Ну, что-то потом подумал, и так я вчера весь день отдыхал. Типа, ну зачем? Пока погода есть, надо ехать. А так, конечно, большое спасибо ему за предложение. Он говорит, что надо, там обращайся. Говорит, деньги есть? Я говорю, есть. Даже был готов денег мне дать. Ну, что, у меня есть деньги, зачем? Биликтуй. Ну, у нас рядом с Первоуральском есть Билимбай. Его, ну, этот поселок сокращенно называют Билик. А тут Биликтуй. Когда я только выезжал в путешествие, поля только пахали. Ну, часть уже была спахана, что-то засеяно. Ну, в общем, он уже сколько выросло. Насколько выросло.
Теперь поля уже зеленые. Но я думаю, примерно все равно плюс-минус, ведь в одно время сажают, пахают, примерно широта одна идет. И да, сейчас это, так как я еду на запад, солнце будет мне шары светить под вечер. А так обычно, когда я ехал на восток, солнце сзади было, горело спину. Вот оно сейчас вот так идет, ну и там где-нибудь сядет. То есть будем ехать любоваться закатом. Три девяточки. Хо-хо-хо. Ну, там сейчас опять впереди какой-то город будет. Вроде даже и не маленький такой. Пока быстрее. Да, не в этом может по такой дороге ехать. Это у нас железнодорожник. Ну вот мы к городку и подъехали. Там такой храм громадный, просто большой. Издалека его прямо видно было. Это у нас Тельма. Красивый храм, ничего не скажешь. Усолье Сибирское. Кстати, тогда вот велосипедиста возле Байкала встретил Николая. Он мне порекомендовал сюда заехать. Байк-клуб. Говорит, там подзарядиться можно, все такое. Ну, он где-то здесь. Я уж не буду, конечно, заезжать. Что. Надо крутить и крутить. Погода отличная. Эльдорадо. Спортмастер, ДНС. Все, что хочешь, все есть. Мебель всякая. Это у них, походу, бассейн. Здесь стадион, Химик. Стадион такой большой, да. Так, нам на Красноярск, налево. А вперед проспект Комсомольский. Вот на каждом доме какой-нибудь есть рисунок. Красивые, симпатичные такие пятиэтажки. Даже здесь трамвайчики есть. 3-й номер. Хотя вот у нас город Первоуральск, по сути, больше этого города, а у нас трамваев нету. Ну, потому что, видимо, горы. Гористый город. Телец. Я тоже телец. Я это, вон, шаверму увидел. Что-то я давно шавуху не ел. Думаю, короче, взять одну. И вот интересно, сколько я уж километров проехал. Что-то я не смотрел давно.
137 практически. Вот реально, пошел плоскач, километры просто пошли. Вот не эти горы. Хотя я сегодня гор тоже хорошо заметил. Не заметил, а достал. Нифига себе, 1200 набора высоты за сегодня. Мужичку спасибо, сделал большую шаурму классическую, еще и скидку сделал за 200. Дал горчицы. Так что сейчас будем кушать, да. Да, неплохо так подкрепился. Последний раз я шаверму ел, наверное, месяца 3 назад, а может и больше. Ну, когда еще на заводе работал, до увольнения ездили шаверму кушать тоже. Вот такая подозрительная тучка. Такая темноватая. Я сейчас обновил прогноз погоды этой местности. Дождик вроде как не обещают. Так что, если что, можно сегодня будет рекорд сделать по километражу за это путешествие. Что, у меня было 159. Уже 140. Да, серия, наверное, сегодня такая длинная получится. Да. Чем больше километраж, тем длиннее серия. И товарничок едет. Ну реально, вот по плоскости вообще милое дело ехать, крутить. Ну вот она и федералочка. А так все мы ехали по городу, по городу. Из фур едешь, тишина такая, от легковушек особо шума-то нету. Ну тут тучка-то такая, блин. Там уже даже где-то вроде она поливать стала. Ну далеко. Мы как раз сейчас в ту сторону сворачиваем. Надеюсь, не будет дождя. Охота поставить рекорд. Сделать где-нибудь 170. Вот будет круто. Мальта. И такие тут слоны волосатые. Мамонты. Туман. А нет никакого тумана. Ой, как же узко тут. Вон сзади едут что-то. Что делать-то? Узкая дорога. Ну вот 25 еду. Такая легкость в ногах. Я ног вообще не чувствую. Такое чувство, что я могу просто без конца крутить. Ну, реально. То есть можно сказать пик физической формы. А тут некий средний появился на горизонте. Тут даже это вон пятиэтажка там есть. Видно солнышко, где из тучи такой как глаз яркий. Вот, блин, не эта бы туча, сейчас бы панелька заряжала. Усиленно powerbank. Но он и так в принципе уже зарядился неплохо. Где-то час назад смотрел, третье деление заряжалось. Ну, наверное, не зарядится полностью весь за сегодня. Все-таки он вообще в ноль был разряжен. Такой вам средний. Сейчас проезжал, там это, своротка в город был. КПП стоит, колючая проволока, забор. Походу это закрытый город какой-то. Так что так просто туда не залезешь. Такой вид прикольный. Березки, зеленое поле.
Интересно, сегодня в каком лесу будем ночевать? Поди в Березовом. 160! Есть! Рекорд побит! Рекорд Монголии побит в России! Ха-ха! Да! Столько я еще не ездил. Вот на таком прекрасном месте. Побили свой рекорд же. Ну, посмотрим, посмотрим, сколько сегодня проеду. Солнце еще, ну, часа 2, наверное, будет светить. Ну что, можно, в принципе, и 200 попробовать. Ну, блин, а надо ли оно? Ну, в общем, я подумаю насчет 200 километров. А что, бревет как забабахать? С набором высоты там, наверное, 1300 получится. Это-то... Это не 200-километровый бревет по плоскочу, а с высотой больше косаря. Какой квадрат везет? Черемховский район. О, какой лосяра. Это деревуха Михайловка. И такой вот мост. И тут это кольцо, развязка. Ну что, 30-очка осталась до районного центра. Как-то непривычно ехать, когда солнце в лицо светит под вечер. Потому что я с Улан-Удэ до Байкала в основном-то на севере ехал. А сейчас повернули на запад почти полностью. Сейчас всегда так будет. Ну, можно сказать, до самого дома. Вечером будет солнце светить в лицо. Зато есть хорошая возможность заряжать панельку по вечерам. Вот сейчас прямо солнце на нее светит, идеально. Закат 21:36. Посмотрел по интернету. Ну, сейчас будет это все позже и позже. Хотя, я уж не помню, какого числа начинает это солнце-то в обратную сторону идти. Но я имею в виду убывать. Может, уже это время и прошло. А, вроде 20-х числах июня, что ли? Ну, коровки хулиганят. Тут явно что-то посажено. Какая-то культура. А они гулеванят. Сжирают ее. А вот хозяин-то не видит. Хозяин поля. Хозяин коров-то, наверное, доволен. Коровы наедятся вкусной травы. Уже такой туманчик отпускается на землю. Ну, сейчас градусов 20 может. Вообще замечательная погода. Ну, я уже, в принципе, думаю, можно, наверное, и начинать искать место для ночевки. Что-то
не знаю, 200 делать, не делать. Можно сделать, но солнце сядет уже к этому времени, наверное. Вот, видели, 24. Что-то выделывается спидометр. Сколько у меня метров не насчитал из-за этого. Задолбал, блин. Но уже 180 накрутил. Вроде датчик нормально стоит. Все равно что-то скачет так иногда. Ну, может, из-за этих скачков, может... Ой, за весь день до километра 2 не досчитал. Хотя я что-то внимания не обращал. С самого начала дня это было так. Может, водой залило вот это. Мою проводку, что я тут клеил изолентой. Дорога как змея блестит на солнышке. Ну, а что, думаю, до того леса доехать, да и хорош, наверное. Ну, будет 190. Уже солнце сядет через полчаса. Что-то в потьмах, что-то палатку расстилать. Ну, вообще неохота нисколько. Я еще хотел чаек попить. А во тьме это что-то делать, да нафиг надо. Пофиг на эти 200 километров. При желании, конечно, можно упереться и сделать эти 200 километров. Что, осталось за 10 километров. Да, пофиг. Пускай будет 190 с чем-то. Это тоже неплохо. Ну все, хорош. Вот я думаю, куда? Либо налево или направо. Куда-нибудь, наверное, налево поинтереснее будет. Направо там низина, комары, наверное, летают. Ну, в общем, туда пойдем. Ну, вот такое вот местечко. Увидел поваленное дерево и сразу же сюда. Ну, хотя бы можно посидеть. О, да. Что-то, я думаю, жечь, не жечь костерок. Что как-то, если честно, неохота уже. Охота побыстрее палатку поставить. И просто чаек попить. Ну, на газу, наверное, сделаю, а завтра костерок разожгу. Дров-то он полно везде. Ну что, посмотрим сегодняшний мой результат. Рекордный, причем 191,9. Эх, чуть-чуть. Ну, в общем, ладно, хрен с ним. У меня сегодня велокомпьютер барахлил. Ну, видели же, да, скорость сбрасывает туда-сюда. Так что смело можно говорить, что я 192 проехал. Нормально. 10 часов 21 минута. Это тоже рекорд. Столько я еще не ездил. Это почти 12-часовая смена, можно сказать. Средняя 18:51, максимальная 65:46. Уже 18. А по высоте что? Ну, высота сегодня, да. 1569. Ну что, почти привет. И 1500 километра набора высоты, да. Ну, местечко неплохое. Где-нибудь здесь палатку поставлю. Здесь, да, вот так вниз все идет, так что вот примерно, наверное, здесь поставлю. Я смотрю сразу, чтобы тело хотя бы, ну вот, как коврик лежит,
И примерно, чтобы было нормально. Ну вот здесь где-то, да, будет нормально. Ну ладно, я быстрее палатку расстилаю. Кстати, могут быть клещи. Вот я вот по такой траве шел. Если было бы это в мае, когда я только начинал путешествие, клещей было умотаться просто. По-любому были бы. А тут что-то пока ни одного нету, не видно. Ну, что уже это. Пик клещей прошел, но они все равно могут быть. Так что надо быть начеку. Да, палатка вся сырая. Да, после дня дождей. Такая вся влажная. Ну, а это только сверху, внутри-то она нормальная. Ну, уже довольно-таки темно. О, чаек. Наконец-то попьем чайку. Вот такой чаек брал. Клубничное настроение. Вот с этими штучками. Они творожные. Ну, как женщина говорила. Да, он видно творог. Воды полно. 4 литра. Только вез ее. Да. В общем, денек просто огонь. Ну что, можно сказать, компенсировал вчерашний день отдыха. 192 километра. Да, чаек сейчас погоняю. Наверное, даже пару кружек. Есть неохота. Это реально. Если бы не взял шаурму, я бы сейчас такой был голодный. Может быть, даже столько и не проехал. Это реально шаверма подействовала. И столько накрутил. Ну, хотя я вот, когда шаверму ел, я даже особо есть не хотел. Ну, уже что-то так начиналось. Чуть-чуть совсем. Я думаю, конечно, мог бы дотянуть, но шаверма все-таки лучше. Зато сейчас особо есть неохота. Чисто вот чаек охота попить. Небо вообще чистое. Завтра тоже хороший ясный день обещают. Палатка готова, все проверено, все расстелено. Сейчас погоняю чаек, потом мыться, купаться и на боковую. Вот так вот и денек прошел сегодня, наверное, очень большая длинная серия получилась. Ну, событий много было, что только не было сегодня. Вот так вот потом лежишь в палатке и вспоминаешь день, как прошел. Можно даже вот чисто поэтапно, я вот так бывает, поэтапно вот как проснулся, что проехал. Бывает вообще в мельчайших подробностях все запоминаешь, всю дорогу. Ну, потом, естественно, на следующий день это все смазывается. И потом день за днем накладывается. И просто уже такие чисто искры воспоминаний, можно сказать. Но, естественно, когда я делаю монтаж видео, это сразу все всплывает. Потом думаешь, вот точно, вот так вот было, вот так вот было. Блин, вот реально, это круто, что можно так снимать видео и потом все вспоминать, как все было на самом деле. Что ты мог упустить, забыть, например. Ну, все, вода запузырилась. Ну что, в общем, все на этом. Завтра увидимся, завтра новый день, новая серия. Посмотрим завтра, как у меня ноги будут себя чувствовать. Ну вот сейчас как-то, ну я бы не сказал, что я прямо ощутимо я что-то как-то устал. Как вроде как обычно. Вот завтра, если будет плоскач, то можно повторить, попробовать бревет сделать. Ну не знаю, посмотрим. Ну все, ладно, до завтра, пока.